Уважаемые друзья, подписчики, коллеги, спонсоры канала, читатели моей новой книги «Китайская власть», 29 августа этого года два крупнейших партийных издания, в начале Гуанмин Жибао, а потом Жимин Жибао, публикуют сообщение никому неизвестного блогера Ли Гуанманя, в котором блогер говорит о глубокой революции, о колоссальных изменениях, которые происходят в Китае, которые почувствовал каждый, о том, что Китай возвращается к красному, это цитата, героям и, внимание, крови. Блогер критикует капиталистический строй, блогер восхваляет репрессии в отношении крупных корпораций, восхваляет давление в отношении СМИ, в отношении звезд, восхваляет новую этическую политику коммунистической партии и, цитата, призывает сплотиться весь китайский народ в борьбе с Соединенными Штатами, которые, это цитата дословная, создают с опорой на пятую колонну ситуацию цветной революции в Китае. Ну, если бы это сообщение было бы просто в вакууме, или бы оно не было бы распространено Жимин Жибао, Гуанмин Жибао, на сообщение этого левацкого блогера, таких очень много в Китае, любителей культурной революции, репрессий и так далее, никто бы не обратил внимания. Но мы все понимаем, что это сообщение не лишено оснований. За последние полгода крупные частные корпорации, китайские IT-гиганты в первую очередь, потеряли $1,5 триллиона, это ВВП Российской Федерации. Потеряли эти $1,5 триллиона под нажимом властей. И мы знаем, что Си Цзиньпин объявил новый экономический курс всеобщего процветания, Кунхун Фуи. Но его неправильно перевели китаеведы с английского языка, они его переводили Фуи. Фу – это богатство, Ю – это избыток, всеобщее изобилие. Вот это новая политика Си Цзиньпина, в рамках которой проводится вот этот курс, и многие связали это с возможностью повторения культурной революции, которая для Китая является неким аналогом репрессий 1937 года, Холокостом и так далее. То есть носит очень яркий негативный эмоциональный оттенок, исторически черная страница китайского прошлого, и, соответственно, автоматически, если Си Цзиньпин это повторяет, значит, он якобы тиран, якобы такой новый Мао Цзэдун, который готов дестабилизировать Китай. Давайте в этом разберемся последовательно, так это или нет, как это конкретно касается будущего Evergrande, а это касается будущего Evergrande непосредственно. Но перед этим подписывайтесь, ставьте лайки, это влияет на продвижение канала. Комментируйте, репостите это видео в своих соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, где вы сидите. И подписывайтесь на телеграм-канал, там новостей гораздо больше, экономических в том числе, политических, но они подаются в оперативном ключе. Что реально происходит в Китае? В первую очередь, на пленуме ноябрьском 2020 году Си Цзиньпин в качестве лозунга, так обычно требует политическая традиция в Китае, выдвинул тезис о создании общества всеобщего процветания, и то, что всеобщее процветание – это неотъемлемая коренная черта социалистического общества. Это не он сам придумал, это еще в речах Дэн Сяопина зафиксировано. То есть человек, который реализовал правый уклон, систему рыночного социализма, о которой я пишу в книге «Китайская власть». То есть, по сути дела, Си Цзиньпин выдвинул вот этот термин всеобщего изобилия и богатства, который очень напоминает нам, отсылает нас к политическому лозунгу Бухарина «Обогащайтесь». Да? В ноябре 2020 года этот тезис был выдвинут. Никто еще не расшифровывал за пределами пленума этот тезис, но инсайдеры уже все поняли. И в ноябре же основатель Алибабы Джек Ма подвергает критике финансовый курс страны, после чего пропадает. После этого оказывается давление беспрецедентное на дочернюю корпорацию финансового инструмента Алибабы, это важнейший элемент этой корпорации, Ant Group. Ей не дают совершить листинг на бирже, акции теряются, и все то, что дальше происходит, вы все знаете. Акции Алибабы падают 2 раза.
Значит, сам основатель Алибабы отсиживается где-то в подполье, несколько месяцев беспрецедентно долго пропадает, после чего возвращается. Возвращается он аккурат к 9-му заседанию финансово-экономической комиссии, это ЦК КПК, это рабочая группа по всем финансово-экономическим вопросам, которая собирается вот примерно раз в полгода. Группа посвящена платформенной экономике, читайте Алибабе и всем прочим, и углеродной нейтральности, да, вопросам углеродной экономики. После этого власти провинции Чжэцзян, после этого выносится крупнейший штраф в отношении Алибабы, мы все это помним, там порядка $2 миллиардов в истории самый крупный штраф. Провинция Чжэцзян, в которой зарегистрирована Алибаба, соответственно, тоже вступает в переговоры с этой корпорацией. А вот 17 августа проходит 10-е заседание финансово-экономической комиссии под руководством Си Цзиньпина, которое называется очень скромно «Мнение о создании образцовой зоны высококачественного развития всеобщего процветания провинции Чжэцзян». Казалось бы, какая-то зона всеобщего процветания, опять какие-то лозунги, опять какие-то словеса, да? Но не так. Через 2 дня появляется уже план о развитии этой зоны, огромный документ, там, по-моему, 50 пунктов, если мне память не изменяет, до 2021 по 2025 год. И уже через несколько дней корпорация Алибабы говорит, да, мы выделяем 100 миллиардов юаней, это 15 миллиардов долларов, в всеобщее процветание провинции Чжэцзян. То есть зоны всеобщего процветания становятся теми резервуарами, теми надстройками над экономикой, в которой будут перераспределяться все ресурсы богатых, сверхресурсы, сверхбогатства корпораций. В рамках этого заседания 17 августа оно выносится по его итогам мнение. В этих мнениях указано четко, что такое всеобщее процветание, всеобщее изобилие. Во-первых, самый главный тезис – это что богатство – это не для избранных, не для малого количества людей, богатство для всех. Дальше подчеркивается, что богатство, оно не только материальное, но и духовное. Мы не достигаем материального богатства с духовной пустотой, а мы достигаем материального богатства вместе с духовным, тоже с духовным богатством. То есть прямые ссылки на те СМИ, сверхдоходы СМИ, сверхдоходы онлайн-игр, сверхдоходы от прочей, соответственно, кинодеятельности. Да? И третий очень важный момент, вот как раз то, что совершенно не ставит знак равенства между культурной революцией, уравниловкой. Культурная революция, мы знаем, что была политика уравниловки во время большого скачка и далее, что это вовсе не богатство, которое уравнивает всех, а при всеобщем процветании все-таки будет разница между некоторыми уровнями богатства. То есть вот эти вот 3 основных пункта, и отдельно подчеркивается, что уничтожать богатых ради бедных никто не собирается. То есть это продолжение де-факто правого курса Си Цзиньпина. Ну, в принципе, в других видео, в своей книге я очень много об этом писал, что очень сложно Си Цзиньпина отнести к левакам. То есть у него больше прослеживается правоцентристский такой вот характер его политической программы. Тем не менее, в нем есть стремление к социальной стабильности. Указано, что в рамках всеобщего процветания поощряется труд, поощряется такой принцип, когда богатые создают других богатых, создаются условия для этапного обогащения. То есть, по факту, это новая итерация китайского НЭПа. Как я уже сказал, что очень важно, что есть конкретная модель, куда вливаются эти деньги, сверхдоходы. Это де-факто зона, образцовая зона всеобщего процветания. Это вовсе не территориальная единица. Это надстройка над всей экономикой провинции Чжэцзян, которая будет привлекать новых людей, лояльных, естественно, курсу Си Цзиньпина, вовлекать туда средства, в том числе в девелопмент, в медицину, в строительство, в биоразнообразие, науку и образование, все что угодно. То есть де-факто Си Цзиньпин на старой экономике создает новую экономику всеобщего процветания в рамках вот этих вот зон. И распределение идет в рамках
вот уполномоченных руководителей этих зон, либо проектов, либо отдельных объектов и так далее, которым присваивается наименование всеобщего процветания. Это может быть все, что угодно. Так же, как во внешней политике «Один пояс, один путь», любому проекту может присвоен этот статус. И на самом деле это идет не вразрез с уставом Коммунистической партии существующим, в котором основным противоречием современности признана не классовая борьба вовсе. Это тоже в книге очень разобрано хорошо, со всем уставом КПК. А основное противоречие – это разница в доходах. И естественно, что сейчас мы понимаем, что Китай претерпел 2 сложных года ковида, потрепанные бизнесы, средний класс по нему нанесен очень сильный удар. И вот эта новая политика, она как раз снижает тот накал реальный, который существует в китайском обществе, о котором не говорят СМИ и так далее, но партия имеет свои способы социологических опросов. Накал страшный, трудовых противоречий много, средний класс готов взорваться и так далее. Вот это вот выпускает пар среднего класса. Почему? Потому что согласно индексу Джини, это индекс, который показывает разрыв между богатыми и бедными, то есть предреволюционную ситуацию, очень четко фиксирует. В Китае он максимальный на уровне африканских стран. Вот Си Цзиньпин, вот этой политикой всеобщего богатства, изобилия, он преодолевает эти социальные противоречия. Для кого? Он создает класс лояльных себе среднего класса, части среднего класса, на которых будет перераспределена сверхбогатство сверхбогатых, они станут лояльными Си Цзиньпину в рамках целого ряда программ, институтов, финансовой нагрузки и так далее. Все это произойдет к 2035 году. То есть конкретно наказана дата. К этой дате, я тоже многократно об этом говорил, военно-политическая группа Си Цзиньпина примерно планирует свое правление минимум до вот этого срока. То есть до 2035 года оставаться у власти. В глобальном разрезе историческом мы знаем, что в Китае была важная дата 2021 год, 2049. К 2021 году, к 50-летию, к 2021 году Дэн Сяопин завещал достигнуть общества малого процветания, Сяокан малой зажиточности, малого благоденствия. Как будто бы достигли, преодолели бедность, мы все об этом знаем, хотя бы номинально. И следующая цель к 1949 году: Китай должен достигнуть уровня жизни развитых стран: Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты. А вот между ними будет достижение цели всеобщего процветания. То есть Си Цзиньпин задал планку к 2035 году. Это политика урезания сверхдоходов в пользу перераспределения лояльным зонам, проектам, организациям, людям, классам людей. Она будет действовать еще как минимум 14 лет. То есть это очень долгая политика. И в примечаниях к этому курсу в итоговом документе указано, что это многолетний долгосрочный проект. Авторы сознают его сложность, многофакторность, они будут его достигать по мере сил. То есть это большая программа, это не сиюминутная задача. И, естественно, бунт вот этих вот IT-гигантов, бунт Алибабы в ноябре в Шанхае, после чего Алибаба пропал, Джек Ма, бунт Пиндодо, бунт Мэйтхуань, который организатор, глава Мэйтхуань на своих страницах Weibo вообще разместил, сравнил Си Цзиньпина. Не впрямую его сравнил, но все поняли, что это он его сравнивал с Цин Шихуаном, который закапывал своих оппонентов заживо. Вот эти все вещи, они были связаны именно с этим. Людям предложили делиться. Что конкретно произошло? Не прошло и нескольких дней после опубликования вот этого уже конкретного плана создания конкретных институтов, организаций, в которые будут перераспределяться сверхсредства. Алибаба выделила 100 миллиардов юаней в течение 5 лет. Как раз вот она находится в провинции Чжэцзян. Вот на вот эту зону она выделила. Компания Мэйтхуань выделила 2,2 миллиарда долларов. Tencent, компания, которая держит мессенджер WeChat, онлайн-игры в Китае, выделила 100 миллиардов юаней на вот эти зоны. И Pinduoduo выделила 10 миллиардов юаней. То есть процесс пошел. Это доходы сверхбогатых корпораций, созданных в предыдущую эпоху. Их сверхдоходы перераспределяются в зоны всеобщего процветания. Процесс пошел сразу же в течение вот этого времени.
Мы знаем, что самым больше всего пострадала Pinduoduo, потеряла на своих падении акций в результате давления властей 44%. Alibaba потеряла 33%, Tencent потерял 19%, ну и хуже всего было Pinduoduo. Колин Хуан потерял 27 миллиардов долларов, ушел с поста главы Pinduoduo, занялся маленьким своим венчурным фондом по инвестированию в биотехнологии. И реакция не последовала. Долго не пришлось ждать реакции. Через 2 дня после вот этого опубликования мнения о создании зоны, после вот этой 10-й финансово-экономической комиссии, 19 числа появляется якобы преемник у Си Цзиньпина Ван Ян, это аньхойский комсомолец, руководитель аньхойского комсомола, это человек близкий к Ли Кэтяну, группе аньхойских комсомольцев, Ху Цзиньтао, бывшему генеральному секретарю. Его через события в Тибете, значит, он приезжает в Тибет, как бы будущий генеральный секретарь, об этом отдельный ролик есть о либеральном преемнике. То есть его либеральная системная оппозиция коронует преемником. То есть это сторонник совершенно другого курса, никаких отказов от сверхдоходов этот человек не практикует. Наоборот, то есть за него остается крупный бизнес и появляется вот такой преемник. Дальше агентство международное Fitch, рейтинговое агентство, говорит 6 сентября о том, что если фактически угрожает Китаю, на странице официального сайта, что если Китай не прекратит свою политику всеобщего процветания, то это скажется на его инвестиционном рейтинге. Но это значит, что мы будем просто обваливать вашу экономику, не рекомендовать международным инвесторам вас инвестировать, вы начнете падать. То есть это уже ультимативное поведение, да, со стороны крупного международного рейтингового агентства. Таким образом, что мы видим в этой политике всеобщего процветания? Что будет с компанией Evergrande? Компания Evergrande будут переформатировать ее активы. То есть, с одной стороны, будут спасать людей, которые не получили квартиры, им будут выдавать эти квартиры, государство их будет скупать. Но всему девелоперскому сектору и компании Evergrande до последнего, которая не шла на поклон, не гнула шею перед новым генеральным секретарем, им объясняют, что вы должны на примере компании Evergrande, если вы не хотите последовать этому пути, просто выстроиться в очередь на ковер к генеральному секретарю и сказать, сколько вы можете выделить денег на всеобщее процветание. На самом деле, давайте посчитаем, сколько это реальный доход, по-китайски, правда, это все было, доход на сверхбогатых. Компания Alibaba зафиксировала чистую прибыль 22 миллиарда долларов в 2020 году. На всеобщее процветание по факту выделяет 3 миллиарда долларов в год. То есть это 15%. Ну, это напоминает на самом деле налог на сверхбогатых, который сейчас Байден пытается ввести, чуть меньше. То есть это вполне адекватная сумма, но в отличие от западных развитых демократий, в Китае эта сумма не поступает в бюджет напрямую и не поступает через налоговые органы. Она регулируется каким-то особым образом через особо уполномоченных лиц, которые во главе вот этих зон стоят. То есть Си Цзиньпин фактически вручную регулирует кошелек страны и доходы сверхбогатых. Вот в чем особенность вот этой системы. То есть это очень интересный способ регулирования почти личного в создании вот этой экономики. Да? То есть никакой ведомственных процедур, судя по всему, это не проходит. Компания просто приходит в эту зону и говорит, мы выделяем вам вот на вот эти нужды такие-то средства. Кому подчиняются непосредственно эти зоны всеобщего процветания, я думаю, механизм будет в ближайшее время понятен. Скорее всего, это будет один из руководителей постоянного комитета обкома провинции. За ним будет закреплена эта зона, и, скорее всего, будет свой человек. Человек лояльный Си Цзиньпину. Таким образом, мы понимаем, что компания Evergrande, формально ей никто не будет объявлять дефолт. Сейчас праздники в Китае. Понедельник, вторник, вот гонконгская биржа зафиксировала падение, упала еще одна компания на 90%. Соответственно, другие компании за ней пока не последовали, потому что все ждут среды. Что будет? Будет ли реструктуризация долга? И мы в среду ждем, с одной стороны, то, что Evergrande за вот эти выходные правильно подойдет к вопросу. Все девелоперский сектор Китая, это огромный сектор, 30% экономики,
примут правильное решение и начнут перераспределение своих активов в зоны всеобщего процветания. Но Evergrande, как и Alibaba, будет примером для всех остальных. То есть, если Си Цзиньпин смог нанести удар по гиганту розничной торговли, у кого капитализация 600 миллиардов на американском рынке, ну, я думаю, что и по Evergrande тоже могут нанести удар. Но это будет урок для всех остальных. События могут развиваться трагически. Руководители Китая, которые организовали вот эту вот кампанию, они к этому готовы. Немногие готовы, не все готовы согласиться с этим. Про преемника либерального я уже говорил. Но, тем не менее, вот такого ответственного падения Evergrande, скорее всего, можно будет избежать. Какую-то часть долга реструктуризируют, что-то купят по дешевке. Но, тем не менее, вот перераспределение такое средств произойдет. Причем, если мы смотрим на примере Алибабы, Alibaba лежит на дне до сих пор. То есть уже прошло время, вроде и на всеобщее процветание выделили. Но, тем не менее, Evergrande, скорее всего, тоже будет достаточно долго находиться на дне. И, возможно, все-таки какая-то частичная такая дефрагментация, частичное падение, частичный ряд дефолтов в Китае все-таки будет, и будет коррекция. Коррекция может запустить американскую коррекцию. Но цели уничтожить девелоперский сектор, цели уничтожить биржу у Си Цзиньпина не стоит. Си Цзиньпин ставит цель переформатирования рынка. Пусть трагическое, но через какое-то изменение ситуации, но тем не менее оно будет влито в эти зоны всеобщего процветания. Сразу же после публикации этой политики всеобщего процветания появилась сразу какой-то невиданный для Китая плюрализм. Появилась вот эта статья 29 августа Ли Гуанманя, левацкая статья. То есть леваки тоже попытались взять какой-то, войти в эту повестку, заявить о какой-то необходимости вообще тотального перераспределения. За этим последовало очень интересное такое явление. Верховный суд Китая, который возглавляет тоже бывший глава комсомола Джоу Цян, тоже хубеец, это фактически вот в книге, я считаю их, это напарники, Ху Чуньхуа, хубейский преемник Си Цзиньпина и Джоу Цян. Я так понимаю, что они тоже леваки. Если у вас есть какой-то особый комментарий насчет Ху Чуньхуа и Джоу Цяна, вот с их ковидными вот этими борьбой не с воробьями и не с крысами, а с китайским населением, с желанием дестабилизировать ситуацию, Джоу Цян, Верховный суд, принимает решение о запрете сверхпереработки по принципу 9-9-6, когда работают с 9 до 9, 6 дней в неделю. То есть четко вот идет по просьбам трудящихся, такое отражает вот эту вот широкую народную повестку. Он принимает свои решения в рамках вот этой политики Си Цзиньпина, то есть пытается скорректировать вот этот курс в свою пользу. Тоже хубеец, так же, как и уроженец, так же, как и автор вот этой революционной статьи Ли Гуанмань, Джоу Цян, вот у них появляется вот такая левацкая повестка. С другой стороны, на одном из форумов вице-премьер Лю Хэ, который считается таким либералом, правым, он вообще с восклицательными знаками говорит о том, что частная экономика, ее поддержка со стороны государства – это вечно, это она будет всегда. То есть появляются некие яркие представители правого курса, яркие представители левого курса, да. Ху Сицзин, это редактор Global Times, критикует Ли Гуанманя, что никакого возвращения культурной революции не будет. Ху Сицзин – это человек, который сделал карьеру при Дзян Зимине, тоже шанхайская группа, правые глобалисты. С Дзян Зиминем ездил вместе, соответственно, в зарубежные поездки, ну и относительно придерживаются такого курса Си Цзиньпина в том числе, то есть правого курса. То есть появился некий спор мнений, какой курс у Китая будет, но тем не менее правый курс все-таки торжествует, то есть это более правый такой уклон, и он отражается именно вот в этом перераспределении сверхдохода средств. Что в статье интересного говорит сам Ли Гуанмань, на что стоит обратить внимание, да? Ну, помимо того, что там сказано про реально цветную революцию, которая с опорой на внутренние силы готовит США, ну, мы здесь об этом говорили, мы об этом все хорошо знаем.
Ну, есть эксперты, которые считают, что в Китае все в порядке. Ну, это их право. Кроме этого, что ведется война против Китая, значит, в сети биологическая война, война мнений в космосе, и Китай должен ему противостоять, очень важный момент, о котором говорит Ли Гуанмэ, что требуется снести, сравнять 3 горы. Образование, жилье. Мы видим, что уже снесено образование, снесено жилье и, внимание, медобслуживание. То есть еще один удар готовится по структуре медобслуживания. То есть компании, которые сейчас занимаются медобслуживанием, получили сверхдоходы от продажи масок, вакцины и так далее в зоне риска. Они, скорее всего, будут подвергнуты риску. Почему нельзя говорить о том, что это культурная революция? Ну, во-первых, культурную революцию затеяли леваки. То есть Мао Цзэдун сам по себе – это левак, всеобщее распределение. Это, соответственно, культурная реальная революция, освобождение женщин, всего, чего возможно освобождение. То есть это Мао Цзэдун – это вот классический представитель Демократической партии США. Там Сандерс, Оказио-Кортес там, и так далее. То есть феминизм, всеобщее равенство, борьба с религиями, борьба с традиционными ценностями, борьба с Конфуцием и так далее. То есть Мао Цзэдун чисто вот, ну, мне кажется, идейный, просто вот плоть от плоти, ну, как бы, ну, сложно нас, конечно, сказать, прям совсем демократом, американский все-таки китаец, да. Тоже у нас один из роликов посвящен особенностям Мао Цзэдуна. Си Цзиньпин, наоборот, это правый. И даже его отца Син Чжунсюня пытались репрессировать как правый элемент, он эту линию продолжает. Но правый с государственным сектором, уклон в государственный сектор, в планировании государственного сектора, обеспечение устойчивости социальной и так далее. То есть это все-таки правый элемент. И то, что вот касается самой культурной революции, очень важный момент. Очень мало об этом говорят. Мало кто исследует культурную революцию как политический, экономический феномен. В основном это касается разных там плакатов, изречений Мао Цзэдуна, разных эпизодов трагических с голодом, с перепалкой словесной, риторической и так далее. Никто не исследовал до сих пор культурную революцию как феномен политической борьбы группировок. Кто получил собственность в итоге, что произошло. В книге это более-менее тема затронута, то есть по верхам в целом структурно какая-то попытка осознать ведется. Вообще культурная революция началась с чего? Уничтожение партийного аппарата, уничтожение парламента, который пытался всячески Мао Цзэдуна отстранить от власти. И статья Мао Цзэдуна «Удар по штабам», артиллерийский удар по штабам. По каким штабам? По военным. То есть в первую очередь что делает Мао Цзэдун? Попытка отстранить военных элементов, которые против него, внутреннюю оппозицию военных элементов, отстранить от власти. Да? И мало кто знает, вот сторонники Мао Цзэдуна, его жена Цзян Син, первое, что они делают, это вот с чего начинаются реально вот эти боевые действия, гибридная гражданская война в Китае, это захват власти в Шанхае цзаофанями, называется январская революция. Да. Что за ней следует? Февральская революция, когда руководители армии, военные фактически берут власть в свои руки. То есть страна разделяется между, ну говоря языком римской истории, между трибунами и патрициями. Да? То есть военные и сторонники вот этих боевых молодежных организаций, они делят между собой страну. И это состояние продолжается 10 лет. Военные очень быстро захватывают власть. К 1969 году во всех революционных комитетах военные во власти. Дальше начинается борьба между военных между собой. И все это время идет гибридная гражданская война вплоть до боевых столкновений. То есть сторонники хунвейбинов, которые, кстати, чуть ли не Сталин соединились в общую организацию с комсомолом, в 1976 году им не дали, смерть Мао Цзэдуна произошла, фактически воевали с армейскими частями. Вот в Ухане вообще произошло боестолкновение армии и хунвейбинов. То есть фактически в городе велись боевые действия между армейскими группировками и хунвейбинами. Армейцы даже не давали Мао Цзэдуну, лидеру этих хунвейбинов, сесть на самолете, они готовы были его сбить. Ну и, кстати говоря, те, кто его хотели
Чэнь Зайдао, он не получил никакого срока, он просто был перемещен в Гуанчжоуский военный округ, руководил, соответственно, городом Уханем, военный был руководитель его. То есть ожесточенная борьба, вплоть до уничтожения Мао Цзэдуна со стороны военных, она вот шла всю культурную революцию. Это мало кто рассматривает, но тем не менее это так. Предшествовало этому перераспределение собственности во время большого скачка, государственная собственность, федеральная, центральная, была перераспределена Мао Цзэдуном в пользу уездов, в пользу местных руководителей правительства. Потом реванш взяли снова военные. Вот это мало кто рассматривает, но тем не менее вот так было. И можно предположить, что сейчас, если это будет повторение такого хаоса, в котором контролируем, в котором идет переформатирование китайского политики, экономики, если он произойдет, этот хаос, то это произойдет наоборот. То есть это будет не левацкая культурная революция, а это будет правая культурная революция с утверждением консервативных ценностей, вплоть до ультраправых ценностей, если вы понимаете, о чем я говорю. Это возможно, это стоит на повестке дня. У нас есть ролик отдельный о том, какой в Китае коммунизм, правда ли, что там социализм. Соответственно, если кому-то интересно, найдите его на канале. Если вы хотите, чтобы был снят отдельный ролик по китайскому социализму, социализм ли там, каковы политические, экономические воззрения Си Цзиньпина именно как марксиста, ставьте лайки. Если соберет ролик 10 тысяч лайков, ну, соответственно, сниму продолжение. Спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался, репостите в своих социальных сетях, ставьте комментарии, оставляйте развернуто, что вы по этому поводу думаете, и подписывайтесь на телеграм-канал. Спасибо.